Здравствуйте, дорогие друзья! Этот обзор я бы хотел посвятить ответам на часто задаваемые вопросы по системе умного дома Xiaomi. Поделюсь своим опытом, приведу примеры сценариев. И поможет мне в этом стартовый набор для умного дома 6 в одном, ссылку на который я приведу в описании под этим видео. В этот обзор входит, как вы видите, поставляется он в таком кулечке, хотя на странице товара нарисована красивая красная коробка, но приехал он не именно так. Итак, в этот набор входит первое. Шлюз. Шлюз по праву может называться сердцем умного дома. Он управляет исполнительными устройствами, такими как розетка, выключатели, что уж там говорить, мотор для умных штор Xiaomi, и принимает команды от сигнальных устройств, кнопок, датчиков температуры, движения, открытия. Напомню, эти устройства работают по специальному протоколу, который называется ZigBee. Дальше перейдем к следующему нашему экспонату. В следующем нашем списке пойдет розетка. Розетка — это исполнительное устройство. Я так условно разделяю на исполнительное и сигнальное устройство. Это устройство, оно работает как действие сценария и управляет подачей электроэнергии на потребитель. Кроме этого, розетка ведет учет расхода электроэнергии, которая подается на потребитель. И, кроме всего прочего, это устройство является ретранслятором ZigBee сигнала, то есть своего рода усилителем сигнала, позволяя расширять зону действия, зону покрытия сети ZigBee, беспроводной сети ZigBee. Дальше перейдем к следующему участнику краткого знакомства нашего. Это датчик открытия. Это один из самых таких простых и понятных датчиков. Работает он по принципу замкнутого контакта. И, соответственно, состоит из двух частей. Сейчас он у меня тут немножко прилип. Сейчас мы его отрежем. Он состоит из двух частей. То есть непосредственно сам датчик и магнит. Когда магнит находится возле датчика, примерно на таком расстоянии или даже чуть-чуть ближе, он закрыт. Когда мы магнит отдаляем от датчика, он открыт. Этот датчик один из наиболее легко модифицируемых датчиков. Например, этот датчик несложно переделать в датчик протечки. У меня на эту тему есть даже специальные отдельные обзоры, даже на двух языках, на русском и на английском. Как переделать и сделать из этого датчика датчик протечки. Следующий наш герой — это беспроводная кнопка. Это, наверное, один из самых востребованных датчиков системы. Этот датчик — исполнительное устройство. И, как следует из названия, оно может являться только условием сценария. Делать оно ничего не может, может только передавать некие команды. И, в частности, говоря об этом датчике, об этой кнопке, у него есть три варианта действия, условия сценария. Это одиночное нажатие. Слышите, как оно нажимается? Это двойной клик. И это long клик, длинное нажатие. Вот. На каждое из этих действий вы можете написать любой сценарий, начиная от управления светом и заканчивая сложными составными сценариями, там, с большим количеством условий и различными вариантами действий. Следующая часть, пятый датчик из этого стартового набора, это датчик температуры и влажности. Действие понятно по названию, конечно. Его можно использовать, конечно, просто для тупого мониторинга при помощи смартфона, какая у нас температура и влажность в помещении, где он установлен. Но вообще этот датчик предназначен для автоматических сценариев по управлению температурой и влажностью. Например, его можно использовать для управления кондиционерами или увлажнителями воздуха. Пример будет дальше в моем обзоре. И шестым в моем списке, последним датчиком из этого стартового набора будет датчик движения. Он также, его действие понятно из его названия. Он определяет наличие движения
вот, и косвенным образом отсутствие наличия движения, и также имеет очень широкий спектр применения, начиная от сценариев по безопасности и заканчивая там банальным управлением освещением, включение, отключение света при отсутствии движения при некотором интервале времени, если там нет движения 5, 10, 20 минут, неважно. Все эти датчики на самом деле я уже обозревал в отдельных обзорах. Вот, поэтому подробнее я на них останавливаться не буду, а перейду уже к такой практической части моего обзора. И начну с шлюза. Вот, а именно с часто задаваемых вопросов по шлюзу. Вот такой вопрос мне часто задают. Работают ли датчики Xiaomi с шлюзом Aqara и наоборот, датчики Aqara с шлюзом Xiaomi? Отвечаю раз и навсегда, чтобы как бы все запомнили, нет никакой разницы, какой шлюз. Будь то шлюз Aqara, будь то шлюз Xiaomi, датчики это все абсолютно взаимосовместимые устройства. Вы можете их подключать, переключать между ними как угодно. На всякий случай напомню, вот так выглядит шлюз Aqara. Есть еще подобный вариант, только круглый. Главным их отличием является то, что в этом шлюзе вот эта вот нижняя часть, это такая вот ИК-база инфракрасная. Ее основное как бы предназначение для управления кондиционером, но в принципе можно при помощи этой базы запрограммировать ее на управление любым устройством, которое вообще в принципе управляется при помощи инфракрасного пульта. Следующий вопрос, который мне задают: могут ли участвовать в одном и том же сценарии датчики, которые подключены к разным шлюзам? Да, это совершенно без проблем. В рамках одной системы Mi Home любые датчики участвуют в сценариях совместно друг с другом. Единственное отличие это то, что когда датчики находятся в пределах одного шлюза, не выходят за его пределы, скажем так, например, там кнопка и розетка, там, или там розетка и датчик температуры и влажности, этот сценарий имеет режим работы локальный. В принципе, для его срабатывания интернет не нужен. Даже если у вас не будет интернета, этот сценарий все равно сработает. Если датчики, участвующие в одном сценарии, выходят за рамки одного шлюза, управляют сторонними, там, к примеру, устройствами, либо там один датчик в одном шлюзе, другой в другом, это уже будет облачный сценарий. Здесь обязательно нужно наличие интернета. Также поделюсь еще одним интересным моментом, почему-то многие его не знают, для многих это открытие. В одном Mi Home аккаунте могут находиться устройства, которые расположены в разных Wi-Fi сетях, в том числе разнесенные географически. То есть это абсолютно не имеет значения, где находится устройство. Главное, чтобы оно имело доступ к интернету. То есть вы можете по сути нажать на кнопку у себя дома и выключить свет там даже в другой стране, там управлять полностью там сценариями там на своей даче и прочее. Главное, чтобы устройства были завязаны на один Mi Home аккаунт. Все это работает через облако, поэтому к географии никакой привязки нет. Единственная привязка это к наличию внешнего канала интернета. Также задают часто вопросы по поводу максимального количества датчиков, которые можно подключить к одному шлюзу, и можно ли перебрасывать датчики между различными шлюзами в одной системе. Вот. По спецификации каждая вот такая вот болванка умеет работать одновременно с 30 датчиками. Но по своему опыту скажу, что где-то после 25-го датчика начинают наблюдаться иногда некоторые проблемы в виде самопроизвольных отвалов этих датчиков и прочее. Поэтому рекомендую, если вы планируете развивать эту систему умного дома там до более-менее таких внушительных масштабов, озаботьтесь несколькими такими шлюзами. Благо устройство это полезное. В идеале, конечно, это один шлюз на комнату, для того, чтобы все сценарии работающие внутри комнаты по освещению, там, например, по влажности, там, по контролю температуры, замкнуть на шлюз, который находится там же. То есть вы этим образом еще избавитесь от зависимости наличия внешнего канала интернета, о котором я говорил чуть-чуть раньше. Вот. Но, естественно, идеальная ситуация это у нас сферический конь в вакууме, такого не бывает. Вот, поэтому постарайтесь, один шлюз это минимальный вариант, 2-3 шлюза это
хороший вариант для системы умного дома. И для того, чтобы перенести один датчик с одного шлюза на другой, достаточно просто зайти в список девайсов, удалить его на старом шлюзе, добавить стандартным методом в новый шлюз, дать ему то же самое старое имя, к примеру, либо другое. Вот, и все. Этот датчик моментально подтянется в ваш аккаунт Mi Home снова. Более того, он даже займет то же самое место, где он находился в режиме grid сетки всех датчиков. Вот, если у вас таким образом организован Mi Home. И даже все сценарии, которые были с его участием, останутся. Этот датчик, то есть ничего не надо будет переписывать. Все как работало, так и будет работать. Вот. Разнести эти шлюзы есть смысл по географическому признаку. Например, если у вас два шлюза находятся в разных местах квартиры, все датчики, которые находятся в пределах более-менее близости от одного и второго шлюза, переносить на каждый шлюз, возле которого они находятся. Давайте теперь перейдем к практической части и начнем с шлюза. Кроме его прямых обязанностей, его можно использовать еще в различных целях. Например, к, скажем так, таким сомнительным функциям, которые он умеет делать, я бы отнес это режим работы сигнализации и режим работы радио. Почему сигнализация, я отношу его к сомнительным функциям? Потому что даже когда он начинает орать, его достаточно просто вытащить из розетки или нажать вот на эту кнопку, чтобы он заткнулся. Вот, и максимум, что вы получите в этом режиме, это уведомление на смартфон. И то только в том случае, если у вас в данный момент есть интернет. Вот. Ну и что касается радио, тут достаточно такая, звук, конечно, он есть, но качество у него довольно-таки посредственное. Вот. И во-вторых, например, на территории Украины после известной блокировки ресурсов, тот же проект Семигара, который позволял слушать локальные радиостанции, он уже не работает. Из полезных функций, во-первых, это дверной звонок. И, во-вторых, это ночник, то, что можно использовать. Я пользуюсь, например, ночником. Это довольно-таки удобно и абсолютно практически применимо. Эти функции, что одна, что вторая, могут настраиваться либо из специального меню. Вот, например, Doorbell, звонок, где вы выбираете громкость звонка, тип этого звонка. Вы можете даже делать себе message alarm. Если у вас кто-то звонит в дверь, а вы не дома, вы видите, что вам кто-то звонит в дверь, вне зависимости от того, где вы находитесь. Главное, чтобы был интернет. В качестве вот этого сеттинга вы можете поставить любой из датчиков, но здесь есть ограничения. Весь этот перечень датчиков — это только те датчики, которые подключены к конкретному шлюзу. Вот. И то же самое касается ночника. Вот здесь есть такой режим. Light Timer. Нет, пардон. Вот, Automatic Gateway Light. И вот его можно включать в темноте, включать режимы времени, в какой он будет работать, то есть не круглосуточно, например, только в ночное время. И здесь есть задержка по времени. Но что мне здесь не нравится, задержка по времени здесь 1, 2, 5 и 10 минут. Для ночника мне даже кажется, что 1 минуты много. Но есть вариант. Этот режим, что касается ночника, можно использовать в отдельном сценарии. Что касается дверного звонка, я думаю, вполне достаточно будет использовать вот это вот родное меню Doorbell, где вы настроите громкость, выберете мелодию звонка, вот там, к примеру, вот такую, там либо такую. Вполне себе звонок. Это еще на половине громкости он играет. Вот, и будете его таким образом использовать. Что касается моего сценария ночника, то у меня сценарий здесь довольно простой. Это датчик движения акаровский, который срабатывает по движению в темноте. И в качестве действий включение света, задержка на 10 секунд и выключение света шлюза. 10 секунд для ночника, чтобы пройти по комнате, там ночью куда-то вышел, дойти до кровати, более чем достаточно. Если у вас датчик движения стандартный, вот такой вот мишный, который не умеет отличать темно или светло, в качестве второго действия можно добавить шлюз. Берем вот шлюз, и здесь у него есть действие InDuck. То есть в темноте. И будет этот датчик срабатывать только в том случае, когда возле шлюза темнота. То есть если у вас включен свет, соответственно, ночник у вас срабатывать не будет, что, в общем-то, именуемо.
Следующий пример сценария, который мы рассмотрим, это будет климатический сценарий, а именно управление влажностью. В качестве устройства, которое будет регулировать влажность в нашем помещении, лучше всего взять обычный механический увлажнитель воздуха, который можно просто поворотом ручки включить и поставить интенсивность пара, и далее управлять просто простой подачей, либо отключением электроэнергии при помощи вот такой вот управляемой розетки. В качестве сценария у нас будет выступать связка устройств, таких как розетка, это уже понятно, которая будет включать-выключать наш увлажнитель. Это датчик температуры и влажности и датчик открытия окна либо дверей. Вот такая вот у нас связка среди наших устройств. Также еще рассмотрим принудительное включение при помощи кнопки. Естественно, не забываем, что всем этим хозяйством управляет наш многофункциональный шлюз. Давайте рассмотрим пример сценариев. Основным сигнальным датчиком у нас будет датчик температуры и влажности. Поэтому добавляем его в условия сценария, выбираем, какой у нас здесь есть. И у нас здесь есть 4 типа условий. Это температура выше либо ниже заданной, либо влажность выше либо ниже заданной. Выбираем влажность. Ниже заданной, ниже, например, 40%. Yes. Это у нас основное условие для срабатывания сценария по влажности. Но нам же не интересно повышать влажность при открытом окне, поэтому добавляем сюда второе условие. Это берем наш датчик открытия и ставим дверь либо окно закрыто. То есть этот сценарий будет срабатывать только тогда, когда у нас, во-первых, закрыто окно и влажность меньше задана. И в качестве инструкции мы добавляем нашу смарт-розетку. Найду какой-нибудь пример. И нажимаем «Включить». Вот наш готовый сценарий, который будет у нас активировать увлажнитель воздуха, подачу на него питания. При понижении влажности до менее 40% в закрытом окне будет включать у нас смарт-розетку. А вот сценарий на отключение необходимо сделать два. Первый сценарий будет отключать наш увлажнитель, если вы откроете окно. Для этого в качестве условия сценария выбираем окно и выбираем условие не просто окно либо дверь открыта, а окно либо дверь открыта более чем 1 минута. Это позволит нам избежать случайных срабатываний, если просто там кто-то захлопнет, поправит окно, либо что-то такое. Инструкция здесь, естественно, одна. Выбираем нашу розетку и ставим OFF. Вот это у нас первый сценарий отключения, который будет реагировать на открытое окно свыше 1 минуты и будет отключать наш увлажнитель воздуха. Второй сценарий отключения будет нормальный, соответственно, который будет не по действию, а по достижению влажности. Мы выбираем наш датчик влажности и ставим выше, например, там, ну, пусть будет 70. Yes. Вот, то есть второй сценарий отключения у нас будет срабатывать по достижению более 70% влажности. Также у нас будет отключаться наша смарт-розетка. Также есть смысл сделать ручной запуск увлажнителя. Для чего он нужен? Он нужен для того, если у нас влажность, мы хотим добавить влажности. Вот у нас будет инструкция включить розетку. Но при этом у нас влажность будет более 40%, то есть автоматика его включать не будет. Либо сценарий будет по какой-то причине отключен. Мы ставим в качестве условия срабатывания сценария просто кнопку. Кнопка, например, single click. Все. У нас по единичному нажатию на кнопки будет включаться розетка, будет запускаться увлажнитель воздуха. Вот, и он будет, соответственно, если у нас откроется окно, либо будет влажность повысится выше 70%, либо нашего заданного, будет отключаться. Для того, чтобы у нас не было случайного запуска при открытом окне, здесь мы то же самое ставим второе условие к кнопке. Мало того, что нажать на кнопку, обязательно должно быть закрыто окно. Тогда мы в этом сценарии уберем возможность запуска увлажнителя при открытом огне. То есть у нас нет смысла запускать увлажнитель при открытом окне.
Далее рассмотрим давайте еще один практический сценарий, который также у меня используется. Это управление светом в прихожей. Задача сценария, когда вы заходите домой, заходите, открываете дверь, вы не ищете кнопку в темной прихожей, у вас автоматически зажигается свет. Конечно, здесь надо немножко выйти за рамки этого стартового набора, про который я рассказываю, и нам понадобится либо еще просто там умная лампочка, либо там готовый потолочный умный светильник, либо, если у вас стандартный какой-то светильник, вот такой вот умный выключатель, к примеру, на одну, либо на две клавиши. Вот. И про эти лампочки и про выключатели я уже также рассказывал в своих обзорах. Вот. Для того, чтобы нам сделать умный сценарий по включению света в прихожей, нам надо начать с базы. В качестве базы у нас будет вот такой вот датчик открытия двери, который будет установлен на двери, соответственно, вот, например, датчик на двери, а магнит на дверной раме, которые будут отслеживать открытие и закрытие. И мы поставим, соответственно, первое условие наше. Вот там входная дверь. Дверь открыта. И условие сценария. Выбираем там лампочку, к примеру, неважно. Вот, лампочку включить. Вот, это у нас будет называться базовый, у нас будет базовый сценарий. Его надо сохранить для того, чтобы присвоить ему имя и далее им управлять. Начинаем просто с базовых условий. Открытая дверь, включение лампочки. Сохраняем его и какое-то ему даем имя. Я здесь не буду долго расписывать, и можете себе имена придумывать более понятно. Я просто дам имя ему 1. Это сценарий у нас номер 1. Для того, чтобы у нас не возникала ситуация, когда у нас несколько дверей открывается, закрывается, не возникало дублирование, срабатывание этого сценария, сделаем в этом сценарии отключение, после его срабатывания, чтобы он отключал сам себя. Для этого заходим в редактирование нашего сценария, уже которого есть имя 1. Это обязательное условие. Сначала сохранить сценарий, потому что если не будет имени, мы не сможем им управлять. И добавляем еще одно свойство. Включение-выключение сценариев. Находим его в списке. Вот эта единичка. И нажимаем выключить. То есть сценарий после того, как дверь откроется, включится свет, сам себя отключает. Сохраняем. Вот. Раз сценарий умеет сам себя отключать, нам нужно придумать, как его, собственно говоря, обратно включать. Для этого лучший способ — это датчик движения. Датчик движения будет действовать каким образом? Мы добавим в условия сценария датчик движения, например, отсутствие движения в течение 5 минут. Если в прихожей вашей нет в течение 5 минут движения, то есть мы считаем, что вы ушли, вас никого нету, мы добавляем инструкцию «Включить наш сценарий номер 1». Имя, я повторяю, вы можете выбрать совершенно любое. У меня очень много сценариев, сейчас я пока промотаю. Вот. Включить. И сохраняем его под номером, например, 2. Вот. И так у нас связка. Если мы открыли дверь, у нас включился свет в прихожей, сценарий отключился, и после этого мы можем дверь открывать-закрывать, у нас ничего не происходит. После того, как мы ушли из дома и нас 5 минут дома нет, датчик движения по отсутствию движения в течение 5 минут вновь активирует этот сценарий. И когда мы приходим домой, открываем дверь, у нас загорается свет, нам не нужно искать кнопку. Но это также еще не все. Сценарий отсутствия движения в течение 5 минут, кроме включения сценария, когда мы входим, включается свет, можно добавить еще одно условие. Найдем нашу лампочку и выключить. Если мы забыли выключить свет в прихожей, спешили на работу, открыли дверь и убежали, и свет у нас остался гореть, через 5 минут у нас, кроме того, как активируется наш сценарий на вход, при включении света при входе, у нас выключится свет, если мы его сохраняем, если мы его забыли. То есть у нас этот сценарий будет иметь два полезных условия. То есть антизабыван такой, вот мы не будем забывать, если мы забыли свет, он выключится. И активация вот этого входного света. Вот. И здесь можно сделать еще одно третье условие. Третье условие для чего? Если мы, например, собираемся утром на работу, включили свет в прихожей, все,
собрались, оделись, свет выключили, открываем дверь, чтобы выйти, и бац, у нас сработал сценарий, опять включился свет. Это неудобно. Поэтому на сценарий, который у нас будет просто включать свет, к примеру, кнопкой, назовем этот сценарий 3 потом. Вот у нас действие, возьмем, например, кнопку какую-нибудь. Вот, сингл-клик и инструкция включения света. Это может быть выключатель, не суть важно. Вот здесь у нас включение и выключение света. Вот, на этот сценарий, который мы включаем свет в прихожей, нажали на кнопку, включился свет. Здесь также нужно добавить условие еще одно, вернее не условие, а инструкцию. Вот этот сценарий наш на вход отключить. Такая будет у нас связка. Off. Итак, что мы получим в этом сценарии? Когда мы вручную включаем свет в прихожей, кроме того, что у нас включается, собственно говоря, сам свет, у нас отключается сценарий, который включает автоматический свет при открытии двери, так как нам это не надо. Предполагается, что мы находимся внутри квартиры, включили свет, и, естественно, при открытии двери нам это не надо. Включили свет, собрались, оделись, свет выключили, сценарий этот отключен, открыли дверь спокойно, свет у нас не включается, ушли на работу, все хорошо. 5 минут нас дома нет, сценарий активировался, когда мы приходим домой, открываем дверь, уже активированный сценарий включает нам подсветку в прихожей. Вот такая связка из 3 сценариев. Вот, напомню все сценарии, сейчас я этот сохраню под номером 3, еще разочек для закрепления. Вот, сценарий номер 1 у нас по открытию входной двери включает свет в прихожей и сам себя отключает, чтобы не было повторных срабатываний. Сценарий номер 2. По отсутствию движения в течение 5 минут он у нас включает наш сценарий по открытию двери и выключает, если он, конечно, горит, забытый свет. И 3 сценарий. Он у нас, когда мы вручную включаем свет в прихожей, он у нас отключает сценарий, который у нас включает свет по открытию двери, для того, чтобы мы могли спокойно уйти, нам лишний раз свет не включался. Вот такая вот связка из 3 сценариев. Она проверена, она работает, в принципе, это очень удобно. Когда заходите, особенно когда вечером приходите с работы, уже темно, дверь открыли, свет включился, это действительно реально очень удобно. На этом я, пожалуй, практическую часть своего обзора завершу. Надеюсь, он был вам полезен. Главное, принципы построения сценариев, надеюсь, стали для вас более понятные и ясные. Не бойтесь экспериментировать, всегда продумывайте варианты о том, какие факторы влияют на действие в вашем сценарии. Не бойтесь всяких связок в 2-3 сценария. Экспериментируйте с самоотключаемыми сценариями, с различными условиями. Все это в порядке эксперимента делается. Я также много своих сценариев именно экспериментальным путем придумал. Вариантов использования, конечно, миллион. Я даже, наверное, не способен объять своим мозгом все варианты, как их можно использовать. Все зависит исключительно от ваших потребностей. Вот. Этот набор весьма полезный, и можно с него начинать строительство своего умного дома. Здесь ничего лишнего нет. Все эти гаджеты вам пригодятся. Как шлюз, так розетка, датчик движения, открытие, влажности, кнопка. Это все широко используемые гаджеты, которые можно в очень разных сценариях применять. Надеюсь, обзор был вам полезен. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях к этому видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше постараюсь продолжать в том же интересном и полезном русле. До свидания.